Всем привет, с вами Детектив Войд. А это долгожданный выпуск с ответами на вопросы. Прежде всего, хочу поблагодарить всех вас, ребята, за активность, фидбэк и гору интересных вопросов. Читать их было безумно приятно, весело, а иногда даже крипово. Признаюсь, мне было непросто, но я отобрал из ваших вопросов самые любопытные, чтобы ответить на них в этом видео. Итак, погнали! Никита Леонов спрашивает, как я поступлю, встретившись с аномалией, неизвестной фонду. Пожалуй, если объект покажется мне интересным и полезным, я его изучу. Однако, если аномалия будет представлять опасность, достаточную, чтобы угрожать вымиранию человечеству, то, как бы я ни относился к фонду, я сообщу о находке. Анонимно. Не в моих силах и ресурсах заниматься делами спасения планеты. Я же все-таки обычный человек. Даша Абр интересуется, есть ли у меня любимый SCP. SCP-1155-RUJ. Пельмени-захватчики. Ладно, пусть будет SCP-458. Бесконечная коробка пиццы. Артем Королёв, Диана Вязгина, Полина Куча, Евгения Бакланова, Crazy Deck, да и многие другие спрашивают о моих методах и средствах добычи информации из фонда. К сожалению, вынужден вас разочаровать. Я не могу раскрывать всех карт. Среди зрителей наверняка будут сотрудники фонда, так что... сами понимаете. Иван Тамбулатов спрашивает, будут ли ролики, посвященные организациям? На самом деле, это очень хорошая идея. Пожалуй, сделаю. Никита Зыкин, Максвелл и Тиму Шоу спрашивают, на какую организацию я работаю. Я нигде не состою и никому не лоялен. Ни повстанцам хаоса, ни длани змея, ни ГОК. Ни тем более фонду. Я работаю один. Людмила Малышева задает вопрос, есть ли у меня свои люди в фонде? При всем уважении, без комментариев. Мису вспомнила про мой условный рейтинг жуткости и хочет знать, какой объект в нем на первом месте. Это было давно. Да я вообще не знал, что это был SCP-объект. Бабар Мария спрашивает о моей прошлой карьере частного детектива и какого характера были заказы. Ну, я все еще частный детектив. Заказы никто не отменял. По большей части, там все так же, как и у всех. Скучно. Есть ли у меня увлечение, кроме... Стоп! Увлечение? То, что я делаю, это не увлечение. Это мой долг. Максоний Медведев и Бомба 575 спрашивают, будут ли выпуски не об объектах SCP, а, к примеру, истории фонда. Максоний и Бомба и все зрители моего канала, скажите, какие конкретные истории вас интересуют? Обязательно напишите это в комментариях. Ну, в смысле, ваше предложение. Скенни Ренни и Тимур Ведерников интересуются, зачем вообще я делаю то, что делаю? Рискую собой, рассказывая об SCP и так далее. Так, ребята, во-первых, у меня есть кое-какие личные счеты с фондом. А во-вторых, я категорически не согласен с позицией фонда о том, что информацию об объектах нужно держать в тайне. У людей должен быть выбор – жить в благом неведении или знать, пусть иногда пугающую правду. Вопрос от Рика Геймера. Пытался ли я пробраться в фонд, притворившись ученым или охраной? Ах и невнимательный геймер. Я об этом неоднократно рассказывал в своих расследованиях. Конечно же, да. Артем Литвинович спрашивает. Чай, кофе или, тьфу ты, какао? Лично я предпочитаю зеленый чай с ромашкой. Снэкплей пишет. Я тебя раскрыл. Ты сбежавший SCP-объект, который пытается навредить фонду. Маска — это часть твоего лица, как у SCP-049. Что скажешь в свое оправдание? Андрей Бурдин спрашивает, нравятся ли мне арты подписчиков?
Ох, я думаю, это лишнее. Ама Картошкина, как ты относишься к фанфикам? Я их не читал. Павел Бобовников, так чаек был с сахаром или без? С сахаром? Ксения Сереброва и Ирена Максимова спрашивают, из какого материала сделана моя маска. Я точно не знаю, но она довольно функциональная. Елизавета Горбачева спрашивает, сможем ли мы увидеть когда-нибудь настоящую внешность детектива Войда? Хе-хе, хорошая попытка, фонд. Евгений Картошкин, у него, видимо, есть сестра, и Заяц Саша спрашивают, как меня до сих пор не спалили по голосу, и почему фонд игнорирует то, что мой адрес известен. По какому конкретно голосу? Этому? Или этому? Или этому? Или этому? Или этому? Или этому! Или этому? Или этому! И вообще я часто переезжаю. Человек с непроизносимым ником спрашивает, что я скажу на то, что многие думают, будто я один из SCP. Кофе или энергетик? Давайте больше не будем возвращаться к этому. У Корвус 13 несколько вопросов. Что ж, зачитаем. Бывала ли паранойя? Чувство, что за тобой следит фонд. Корвус, никакой паранойи. Я точно знаю, что за мной следят. Так, бывали ли проблемы с переездами? Конечно, проблемы бывают, как и у всех. Тебя когда-нибудь ловили оперативники фонда или ФБР? Фонд меня никогда не ловил. И не поймает. Надеюсь. Соня Мармаль спрашивает. Мне очень интересно узнать, как вы так быстро делаете видео? Это же все надо рисовать, озвучивать, анимировать, искать информацию и так далее. Может, вы это делаете не один, а с командой? Расскажи про нас. Расскажи про нас, Расскажи про нас, меня. Расскажи про нас. Расскажет. Я работаю один. Еще один вопрос от Мисо. Близки ли теоретики к разгадке? Вы молодцы и очень близки к правде. Особенно про... Ой. Циц! Кому сказал? Никита Зыкин. Что будет на 1 миллион подписчиков? Ну, я пока еще не думал об этом. Но что-то обязательно будет. Кстати, а что бы вы хотели? Гоша Лунин спрашивает. Когда у тебя будет 1 миллион подписчиков, ты снимешь маску? Гоша, за лимон подписчиков, конечно! Так что подписывайтесь, кто не подписан. Елена Надеева. Что за девушка на разбитой фотографии? Это Лейла. Твой самый тупой поступок. Ребята, я хочу вас нанять. Что за кровь на рубашке? О, ну это я как-нибудь расскажу. Попозже. Миша Дигин пишет. Когда ты приходишь к людям, ты не снимаешь маску. Как они на это реагируют? Таков путь. Вопрос от Елизаветы Горбачевой. У детектива Войда есть девушка? У меня нет времени на отношения. Карим Закиров. В какой стране ты живешь? Какую бы информацию я бы вам не сообщил сейчас, она быстро потеряет актуальность. Так что считайте меня человеком мира. Серый Брейк и Макс Зорро спрашивают про мерч. Так, друзья, мерч уже на подходе. Следите за сообществом и группой ВКонтактике. Ну а на этом я, пожалуй, закончу. Огромное вам спасибо за внимание, друзья. И до встречи в следующих роликах. С вами был Детектив Войд. Пока.